Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. И сегодня поговорим о калийных подкормках. Что происходит, если томаты не получают нужное количество калия? Большое количество калия необходимо в первую очередь молодым листьям, бутонам и цветам. Появляющиеся завязи тоже нуждаются в калии, как и плоды. Где же растению взять калий? Они начинают использовать свой неприкосновенный запас из корней, стеблей старых листьев. Если вы видите, что из завязей сформировались мелкие плоды и они не растут, это значит, что томатам не хватает калия. Срочно нужна подкормка. При этом старые листья начинают желтеть, может появиться так называемый краевой ожог, когда отмирают края листа. Лист может скручиваться в трубочку. Если не принимать никаких мер, то истончается стебель, он становится хрупким. Затем вы заметите, что листья покрываются бурыми пятнами, растение не может переносить перепады температуры, из-за недостатка калия оно слабеет, плохо растет, не плодоносит. Иногда плоды есть, но внутри помидора образуется очень жесткое пятно у плодоножки. Все это признаки нехватки калия. Какие взять удобрения? Если брать народные средства для калийных удобрений, самое подходящее – это зола. В золе очень много содержится калия. Как я его развожу? Одну треть засыпаю бака золой и заливаю водой. Сутки настаиваю и подкармливаю. 1,5 литра на 10 литров воды и выливаю под кусты. Расход – 1 ведро на 2 квадратных метра. Что же вам делать, если вы не житель частного дома, а всего лишь у вас дача? И, конечно же, у вас много золы не будет. Поэтому необходимо пойти в садовый магазин и купить, к примеру, калийную селитру. Расход этого препарата 20 грамм на 10-литровое ведро. Я просто беру столовую ложку, в ней как раз без горки получается 20 грамм. Теперь заливаю водой и, перемешивая, полностью растворю. Селитра калиевая полностью растворилась, и теперь я довожу рабочий раствор до 10 литров. И теперь начинаем подкармливать помидоры. Грядка у меня длиной 4 метра, и теперь я сюда выливаю 2 ведра. Расход рабочего препарата от 4 до 10 литров на квадратный метр, в зависимости от того, в каком состоянии у вас помидоры. И вот таким вот образом произвожу подкормку. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.